Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Лариса Жаркевич. Я занимаюсь рукоделием, представьте, всю жизнь. Ох, наверное, интересно, чем это можно заниматься всю жизнь. Ну, давайте я не буду перечислять, слишком много. Назову один, самый основной, на котором я зарабатываю, в том числе продавая и на Etsy. Это роспись. По дереву, стеклу, керамике, коже, металлу. Уже достаточно много. Но рассказать я хочу не об этом, а про Etsy. Не скучно про Etsy. Мне казалось, что уже нет ни одного человека, кто бы не слышал про эту торговую площадку. И вот недавно мне посчастливилось познакомиться с таким. Он даже слова такого не слышал. Etsy. Поэтому это видео для тех, кто либо совсем не знает про это, кто слышал, но еще не вдавался в подробности, может быть, знает понаслышке, и даже для тех, кто уже пытался продавать на этой площадке, но безуспешно. Давайте разберемся сначала, что такое Etsy и почему он стоит нашего внимания. Итак, Etsy – это огромная международная онлайн-площадка по типу Амазона, eBay. То есть там можно размещать товар и продавать его людям по всему миру. И среди более 20 миллионов таких онлайн-магазинов Etsy находится далеко не на последнем месте. По статистике на декабрь 2023 года в мировом рейтинге Etsy занимает 56-ю позицию, а по Соединенным Штатам она добралась аж до 27-го места. Отличие Etsy от других мастер-плейсов в том, что там продается уникальный товар. Он интересен огромному количеству людей, и они готовы за это платить. Посмотрите, как возросла кривая общего количества визитов за последние 3 месяца 2023 года. Она поднялась выше отметки 536 миллионов. Что же именно продается на Etsy? Заходим и выбираем для себя что-то из 4 категорий. Это дизайнерские товары рукодельного творчества. Может быть, винтажные? Либо вспомогательные товары в виде инструментов и различных наборов для творчества. И 4 категория – цифровые товары. А если зайти на Etsy и просто погулять по магазинам, не с целью что-то купить, а просто получить эстетическое наслаждение или для вдохновения? Да, здесь есть что посмотреть. Особенно если вы зайдете в раздел ваших любимых товаров. Я люблю кожу. А кому-то нравятся куклы. А это женские украшения. И оформить это можно достаточно быстро, потому что в техническом плане это совсем не сложно. О, я это оценила. И не только я. 90% продавцов на Etsy – это бизнес одного человека. И многие из них совсем не профи в технических вопросах. И не дизайнеры, и не маркетологи. А кто-то, может, даже языка не знает английского. А на начальном этапе, возможно, и денежных средств было недостаточно, чтобы вкладываться в рекламу. Да, в принципе, на Etsy это и не нужно. А что касается языка, так можно воспользоваться переводчиком, ведь общение с покупателем происходит не так уж и часто. Кроме того, никто вас не ограничивает в дизайне вашей витрины, в стиле оформления товаров, установления цен. Вы совершенно свободны в режиме работы. Уделяйте своему магазину столько времени, сколько можете или считаете необходимым. И еще один немаловажный момент, по крайней мере для меня. Etsy поддерживает начинающих продавцов, продвигает их, давая фору для стартапа. И в любой момент вы можете обратиться в отдел поддержки. И уверяю вас, вам обязательно помогут. Вы посмотрите, сколько плюсов.
Поэтому количество продавцов на Etsy растет с каждым годом. И по статистике на второй квартал 2023 года их стало больше 6 миллионов человек. А теперь давайте подытожим. Арендовать помещение не надо? Не надо. Нанимать сотрудников не надо? Не надо. Платить за рекламу тоже не надо. Заморачиваться вопросами налогообложения, доставкой, особенно в другие страны. Etsy все это делает за вас. То есть обеспечивает полное нервосбережение совсем за небольшие комиссионные. Но все-таки что-то надо? Да, конечно. Надо иметь свой уникальный товар ручной работы и желание его продавать. Было бы несправедливо перечислить столько плюсов и не упомянуть о минусах. Самый большой плюс для некоторых, к сожалению, оказывается самым большим минусом. Ну как можно открыть магазин, любой магазин, не изучив спрос, не узнав свою нишу, не разобравшись с тем, как и кому предлагать свой товар? Поймите, открытие магазина не гарантирует то, что он вам будет приносить прибыль сразу же. В огромной конкурентной борьбе, даже на такой лояльной площадке, как Etsy, вы затеряетесь среди конкурентов, точно так же, как в огромном океане без навигации затеряется маленькая лодочка. К сожалению, в соцсетях очень много инструкций, как легко можно зарегистрироваться на Etsy, но очень мало действительно полезного материала о том, чем наполнить материал, как правильно его преподнести, как продвигать свой товар. Для того, чтобы ваш магазин заработал и начал приносить стабильный доход, у вас есть два пути. Первый – это посвятить огромное количество времени для анализа рынка и самостоятельное изучение маркетинга. И второй – обратиться к специалисту по продажам на Etsy. И под чутким руководством наставника сделать все необходимое, чтобы ваш магазин уверенно и быстро влился в ряды успешных продавцов. Конечно, работа с экспертом стоит денег, но зато есть гарантия того, что вы не напрасно потратили драгоценное время и быстро окупите свои вложения. Если хорошо поискать, то таких экспертов можно найти. И вы можете выбрать того, с кем вам работать комфортнее. Ко мне вы тоже можете обратиться за информацией. Я предлагаю обучающий курс для рукодельных мастеров, кто хочет развиваться и продавать свои товары на Etsy. Внизу под видео я оставлю ссылочку на свои контакты. Пишите, и я свяжусь с вами, чтобы обговорить условия нашей совместной работы. Всегда рада помочь творческим людям и желаю вам успехов!